Хочешь, чтобы твоя девушка была горячей, как она? В далеком 2005-м на музыкальных каналах эта фраза стала практически лозунгом. Та самая темненькая из Pussycat Dolls для миллионов по всему миру превратилась в кумира и образец для подражания. Черный лак для ногтей, длинные прямые волосы, капюшоны и подводка в стиле кошачьих глаз стали неотъемлемой частью в стиле многих девушек. Она завоевала титул одной из самых успешных вокалисток среди женских поп-групп за всю историю. Ее ставили в ряды с Бейонсе и Дженнифер Лопес. Она стала настоящим олицетворением нулевых. И она – Николь Шерзингер. Привет, я Надин, и сегодня в нашем видео я расскажу вам полную историю жизни той самой Queen Doll. Что же произошло на самом деле на ее творческом пути, что из успешного феномена поп-музыки она скатилась в королеву слитых треков и заложницу судейского кресла. Как обычно, ставим лайк и начинаем. Николь Прасковья Элика Ланы Валиенте Шерзингер родилась 29 июня 1978 года в Гонолулу, Гавайи, в семье Альфонсо Валиенте филиппинского происхождения и Розмари Элика Ланы Фредерик гавайско-украинского происхождения. Мой папа филиппинец, а мама наполовину украинка, наполовину гавайка. Так что во мне течет славянская, но не русская, а украинская кровь. Фамилия моей бабушки Минченко, вот она-то и дала мне когда-то имя Прасковья. К сожалению, это единственное, что связывает меня с русскими и украинцами, поделилась Николь. Малышка Шерзи появилась на свет в очень большой и религиозной семье. Дедушка был пастором, у которого кроме мамы Николь было еще 10 детей. Как рассказала певица, на сегодняшний день у них уже 88 внуков и правнуков. А также пошутила, что ее семья одна запросто может полностью заселить целый остров. Родители Николь расстались, когда ей было 2 годика. Позже мама вышла замуж за Гэри Шерзингера, который стал для Шерзи настоящим отцом. Когда малышке исполнилось 6, семья переехала в Луисвилл, штат Кентукки. Детство Шерзи было трудным. Семья часто сталкивалась с нехваткой денег, так что она не могла позволить себе очень многое. Не то чтобы я выросла в стране третьего мира, но у нас не было денег. Мама родила меня в 18, и ей приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы поднять меня, а отец работал сварщиком. Сейчас я знаю цену деньгам, потому что видела, как трудно они достаются моим родителям. Я никогда не покупала одежду в магазинах. Мы приобретали ее на распродажах и в секонд-хендах. Моя мама затем пыталась придать им стильности, что было чудесно. Однажды я первый раз зашла в магазин Gap. Тогда у них была большая скидка на одежду. Моя мама тогда воскликнула: «Кто тратит 25 фунтов на джинсы?» Она была очень разочарована мной, рассказала Николь. Хоть и родные Николь не были приобщены к творческим профессиям, среди них все равно были те, кто был частью музыки. Ее бабушка пела, а мама была хулу-танцовщицей. Но для Николь главным моментом для начала своего творческого пути стало знакомство с Уитни Хьюстон. Когда мне было 6, я получила на Рождество альбом Уитни, и там услышала песню «The Greatest Love of All», и она поразила меня. Я была очень странной и стеснительной в детстве, поэтому напевала что-то для себя, но потом поняла, что музыка объединяет меня с другими. У меня был голос, которым меня наградила бабушка. Я выросла в семье, в которой пели и танцевали, но у нас не было средств, чтобы я могла ходить на специальные занятия, где бы меня научили чему-либо. Музыка стала для меня единственным способом, благодаря которому я могу рассказать о себе, быть собой и выразить себя. И я четко решила, что я хочу быть похожей на Уитни Хьюстон. Тяга к танцам пришла чуть позже. Сначала я разучивала хулу, где мама научила меня двигаться с грацией. Только после поступления в школу искусств я начала активно развиваться, став частью музыкального театра, поделилась Николь. Из-за того, что она выглядела не как все, школьные годы для Николь стали большим испытанием. Постоянные нападки сверстников на ее внешность и цвет кожи лишь добавили комплексов. Мое прозвище в школе было Cry Baby. Я была самым хрупким и уязвимым ребенком, гадким утенком. Меня было легко обидеть, я тут же могла разрыдаться. Я никогда не пользовалась популярностью среди мальчиков. Все смеялись надо мной, потому что я была последней, кто поцеловался. Я всегда была очень застенчивой, так как выросла в строгой католической семье. Люди знали и дразнили меня за это. Я не использовала много макияжа в юном возрасте. Моя мама заставляла ходить меня с волосатыми ногами. Она не разрешала мне бриться, это было так неловко. Но несмотря на все это, единственное, чего я хотела всегда, это петь и выступать. Подняться на сцену и показать то, на что я способна. Все свои ежегодники в школе я начала подписывать фразой «Вспомни меня, когда я стану знаменитой». В
В начальной школе Николь начала изучать программу средней, которая была необходима для школы искусств в Луисвилле. После поступления она получила свою первую роль, которая стала большой неожиданностью для нее. В школе искусств я присоединилась к постановкам. Первое, что мы поставили, был мюзикл «Алиса в стране чудес». И я подумала, что никогда не смогу получить главную роль, потому что требовалась девушка с голубыми глазами и светлыми волосами. Но мне повезло с учительницей, она была нереально крутой, так что я получила роль Алисы. Поделилась Николь. Финансовое положение семьи по-прежнему было непростым, и Николь начала браться за любую работу, от официантки и визажиста до оперной певицы в ресторане, чтобы накормить себя и хоть немного помочь семье. Главным своим достижением и началом работы в творческой сфере Николь считала свое место среди труппы в местном парке развлечений Луисвилла. Я начала работать в парке развлечений, когда мне было всего 15. Я была самой юной среди всех, но для меня это было «да, я сделала это, я в сфере развлечений». Тогда я начала с костюма Жасмин. Помню, как я получила свой первый чек на $300 и поняла, что нет чувства прекрасней. Затем я поработала талисманом, примерив на себя костюм короля Луи, талисмана Кентукки. Внутри костюма было безумно жарко. Я сильно вспотела, и кожа покрылась сыпью. Некоторые из костюмов, в которых мне пришлось выступать, были жутко неудобные. Помню, у одного были очень большие ступни. Я потеряла равновесие, упала и не смогла подняться на ноги. И просто пролежала все выступление на сцене. После окончания школы и получения стипендии она поступила в Государственный университет Райта на факультет театрального искусства, где ей также было непросто. Мне часто приходилось играть типичных второстепенных персонажей из-за цвета кожи. Было очень неприятно. Я не получала роли. На кастингах агенты желали видеть испанок или вовсе белых американских девчонок. Я никогда не была похожа на них. Я также была одной из самых бедных среди остальных. Мне даже приходилось сдавать кровь, чтобы заработать немного денег. Моей едой были блины на воде и лапша. Я покупала смесь для блинов и разводила ее водой вместо молока, чередуя с дешевыми пачками лапши. Все смеялись надо мной за осторожность с деньгами. Спустя годы моей главной покупкой стал мой дом в Беверли-Хиллз. А затем я подарила маме дом на Гавайях, потому что я всегда говорила: все, что будет у меня, будет и у моей мамы тоже. Рассказала Николь. На последнем курсе учебы один из друзей рассказал Николь, что вокалист группы Days of the New Travis Mix ищет вокалистку, которая сможет разбавить их музыкальное звучание. Николь записала свой вокал и отправила кассету Трэвису, которого она очень зацепила, и он пригласил ее стать частью группы. Николь бросила учебу и отправилась вместе с ними в тур. Ближе к завершению тура Микс заявил, что они не сошлись творчески, сказав, что Николь, похоже, не очень хорошо разбиралась в музыке, но отметил, что она потрясающая артистка. Также стало известно, что между ними начал завязываться роман. «Я понял, что влюбляюсь в нее», — заявил годами позже Трэвис. На тот момент у Николь был молодой человек. А также Трэвис добавил, что тот образ, который сейчас представлен публике, не является настоящей Николь Шерзингер. В 2001-м мама Николь увидела рекламу шоу Pop Stars, реалити-шоу, целью которого было сформировать новую женскую поп-группу. Первоначально Шерзингер не хотела идти на прослушивание, но позже увидела в этом возможность переехать в Лос-Анджелес. Мама увидела по телевизору рекламу, в которой говорилось, что они хотят собрать новую женскую группу, и настояла, чтобы я прошла прослушивание. Я сказала нет. Мне нравилось быть в группе с Трэвисом, а также изучать театральное искусство. Я хотела попасть на Бродвей. Но она все равно просто вытолкнула меня за дверь и настояла на том, чтобы я пошла туда. Я уже начала работать над своим сольным проектом, поэтому поймала себя на мысли, что это шанс. У меня не было денег, так что это был мой способ добраться до Лос-Анджелеса, рассказала Николь. Шерзи провела 5 часов в дороге, чтобы добраться до прослушивания в Чикаго, где она, конечно же, исполнила песню Уитни «I Will Always Love You» и получила свое место среди финалисток, где Николь снова стала своего рода гадким утенком. Я ненавидела это время. Я выросла в театре, а здесь постоянно везде были камеры. Для меня это было странно.
Я была страшно чувствительна и так неопытна во всем этом. Я была той самой местной девчонкой, которая никогда и не думала, что попадет в Лос-Анджелес. Я постоянно думала, что люди подумают обо мне, понравлюсь ли я им. Если взглянуть на фото с группой, я всегда была с краю, никогда не вставала посередине. Мне было трудно, но я знала одно – я хочу петь. Хочу петь от всего моего сердца. Я хотела быть командным игроком, но это очень тяжело, когда ты 24/7 с одними и теми же людьми. 24/7 вокруг тебя камеры. Тебе каждый раз все сложнее и сложнее прятать то, что накопилось внутри. Ты не можешь до конца показать, на что способна. Я росла в семье, где нам не разрешалось ругаться. Мама часто мне звонила и говорила: «Я слышала, как ты сказала слово «проклятие». А на этом шоу девчонки постоянно нападали на меня и всячески унижали. Мне это надоело. И меня понесло. Но я забыла, что в этот момент камеры были включены. В этот раз моя семья меня поняла. И даже сама начала немного ругаться, шутя, что так же выразилась Николь. Это был мой первый успех, вкус которого мне не понравился. В итоге из 5 финалисток была создана группа Eden's Crush, частью которой стала Николь. С группой был подписан контракт с отделением Warner Bros. London Sire Records и дан старт на запись дебютного альбома. Дебютный сингл Get Over Yourself был выпущен в марте 2001 и смог занять 8-е место в Billboard Hot 100. Вторым синглом группы стала песня Love This Way, а дебютный студийный альбом Pop Stars дебютировал под номером 6 в чарте Billboard 200. Девушки приняли участие в турах NSYNC и Джессики Симпсон, а также полным составом появились в сериале «Сабрина маленькая ведьма». Но к концу года их лейбл обанкротился и группа распалась, о чем Николь абсолютно не пожалела, так как отношения в группе постоянно были в большом напряжении. Все только начинается. Жаль, что у меня всего 2 руки. Поп-звездочки. В это время will.i.am, будущий фронтмен Black Eyed Peas, искал вокалистку и предложил Шерзингер стать частью группы. Но ее тогдашний парень Ник Гексум, фронтмен группы 311, с которым Николь была помолвлена, велел ей ответить отказом. Я знала will.i.am еще до Eden's Crush. Тогда он предложил мне присоединиться к его группе. Но тогдашний мой парень запретил и сказал ответить отказом. И я благодарна ему, ведь тогда бы я не попала в Pussycat Dolls. Поделилась Николь. После распада группы Шерзи отправилась на поиски себя. Немного попробовала себя в актерском мастерстве, сыграв небольшие роли в сериалах «Моя жена и дети», «Половинка» и в фильмах «В погоне за папи» и «Любовь не стоит ничего». Появилась в клипе Undeniable рок-группы The Velcro Pygmies и сняла собственное сольное видео на песню By My Side. В августе 2003-го Николь отправилась со своим демо в офис Arista Records в Нью-Йорке под псевдонимом Николь Кеа. Ее выступление было прервано из-за масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло несколько штатов, и она была вынуждена уйти. Некоторое время спустя Николь узнала о прослушивании в Pussycat Dolls и попросила will.i.am помочь ей. Мне позвонила Николь и сказала: «Уилл, я хочу попасть на это прослушивание. Ты можешь мне помочь?» Тогда я связался с Джимми Айовином. «Джимми, я знаю эту девушку. Она будет толчком для Pussycat Dolls». Я представил ее, и в итоге она попала в группу, рассказал Уилл. Здесь мы не будем углубляться в историю куколок, а расскажем лишь пару событий из жизни Николь. Подробную историю о группе вы можете найти у нас на канале, который состоит из 4 частей и охватывает все моменты, связанные с группой. Ссылки ищите в описании. Став частью Pussycat Dolls, Николь испытала дикий шок, потому что она не была готова к такому образу. Когда я пришла в Pussycat Dolls, мне пришлось быстро адаптироваться и заставить себя выглядеть так же хорошо, как и все остальные, потому что все девушки были профессиональными танцовщицами. Помню, я позвонила маме, чтобы рассказать ей и предупредить об одежде, и она постоянно спрашивала, могу ли я заставить их изменить название группы. Она ненавидела его. Она хотела, чтобы нас называли просто Dolls. А всю свою первую фотосессию с группой, где мы были полураздетыми, я провела в слезах. Мне выдали мой костюм, который состоял из нижнего белья и подвязок. У меня началась паника. Я повторяла: «Я не могу выйти. Я не могу это сделать». Мне было страшно. Им приходилось постоянно подправлять мой макияж, а я продолжала натягивать эти крошечные лоскутки, чтобы максимально прикрыть свое тело. Но это был мой большой шанс. Я не могла его упустить.
Моя семья затем полностью приняла, что я теперь в Pussycat Dolls. Мой дедушка был на многих наших шоу в первых рядах. Они полностью меня поддержали. Наша семья скромного происхождения, и для них исполнение моей мечты стало благословением. И Шерзи не упустила шанс. Оглушительный успех свалился на группу, сделав их одной из самых успешных поп-групп нулевых. Сингл «Донча» вышел в свет. Помню, как ехала по Бруклинскому мосту, высунулась в окно и начала во весь голос кричать. Я пела песню и до конца не могла понять, что это реальность. Поделилась Николь. После успеха дебютного альбома она не стала долго ждать и попутно начала развитие собственной сольной карьеры. В 2006-м Николь заключила контракт с Interscope Records, которые начали представлять ее как сольного артиста. В июле 2006-го рэпер Avant выпустил сингл «Lie About Us», который стал для Николь первым сольным шагом. В сентябре вышел еще один совместный трек, которым стал хит P. Diddy «Come to Me», который смог добраться до 9-й строчки в Billboard Hot 100, и Николь объявила, что работает над сольным альбомом. Работа над пластинкой началась еще в 2005-м, а релиз альбома был намечен на 2007 и получил название «Her Name is Nicole». В поддержку альбома было выпущено 4 сингла: «Whatever You Like» при участии рэпера T.I., «Baby Love», где Николь объединилась с дорогим другом Will.i.am, «Super Villain» и «Pua Kenny Kenny». Однако ни один из них не нашел успеха в чартах. Хотя «Baby Love» имел успех в других странах, Шерзингер решила больше не выпускать синглы с альбома. И по ее просьбе альбом в конечном итоге был отложен. А ее внимание снова переключилось на «Куколок» и их второй альбом, в который вошли некоторые треки, которые она приготовила для себя. На вопрос, в чем причина отмены альбома, ведь у синглов было промо, Николь выступала на премиях, Робин позволила ей появиться в новом шоу The Pussycat Dolls Present Girlashes и представить свою пластинку, Европа, Бразилия и СНГ очень тепло встретили ее музыку, продюсеры ответили: фанаты еще не были готовы к альбому Николь. Первый звоночек того, что нужно было пересматривать условия группы и дать другим девочкам больше голоса. Тогда явно все бы оказались в большом плюсе. Первый сингл «Whatever You Like» вышел в июле 2007-го и не попал в чарт Billboard. Критики оставили средние отзывы о песне, раскритиковав за чрезмерную схожесть с треком Kelly's «Blindfold Me». Сингл «Baby Love» вышел в сентябре и также не попал в основной чарт Billboard, но добился умеренного успеха на территории Европы. Толчком для этого стало выступление Николь и Уилла на премии MTV Europe Music Awards. Сингл добрался до 14-й строчки в чарте Великобритании и попал в топ-10 еще в 8 странах. В ноябре 2007-го Николь совместно с Тимбалендом и Кэрри Хилсон представили сингл «Scream» в поддержку второго альбома Тима. Песня получила неоднозначные отзывы от критиков, но смогла найти неплохой успех во многих странах. В 2009-м группа отправилась в новый мировой тур в поддержку второго альбома, в котором начали происходить странные вещи. Николь могла внезапно уйти со сцены. Несколько раз Мелоди приходилось спасать ситуацию и самой выступать в роли вокалистки. Поклонники не понимали, что происходит с Шерзингер. Годы спустя она решила открыться миру и рассказала, что все эти годы боролась с булимией. С самого раннего возраста я всегда критиковала себя. А когда мне было 14, я начала бегать. Я выходила на улицу посреди ночи и бежала, потому что считала, что должна быть тоньше, а мои бедра должны выглядеть по-другому. Мой приход в Pussycat Dolls стал стимулом стать еще лучше, потому как все действия были с демонстрацией тела. Всю свою жизнь я была перфекционисткой, и многие подумают, ну и что тут страшного? Но для меня это стало действительно проблемой. С самого детства мне всегда было всего недостаточно. Я могла что-нибудь рисовать или раскрашивать, и если линия выходила за рамку, я тут же свирепо комкала эту бумажку и просто швыряла ее через всю комнату. Для меня все было недостаточно хорошо. Если оглянуться назад на тот период с куколками, на то, что всем нравилось, потому что они были такие сексуальные и горячие, а мне просто никогда не было комфортно в своем теле. Поэтому я носила брюки. Почти постоянно носила брюки.
И все это время я страдала от булимии. Я чувствовала себя в заточении, словно кто-то украл мое счастье и уверенность в себе. Все это началось очень давно, но самый сложный период пришелся именно на PCD. У меня было море поклонников, и я никогда не поднимала эту тему. Мне было стыдно. Это болезнь, и я страдала от нее. Я никогда не хотела играть роль жертвы и никогда не хотела, чтобы мои родители услышали от меня об этом, потому что, думаю, это разбило бы им сердце. Это была зависимость. Я никогда не употребляла наркотики, но делать определенные вещи во вред себе было моей зависимостью. Моя булимия была моей зависимостью. Причинение вреда себе было моей зависимостью. Я долгие годы делала это каждый день. Каждый раз, когда я хоть на секунду оставалась одна, я наносила вред своему здоровью. Мои руки были в рубцах и мозолях. Я старалась их спрятать. Я ненавидела себя. Всеми силами ненавидела себя. Я была в группе, но я была такой одинокой. Я просыпалась на полу ванной, потому что теряла сознание. Я медленно убивала себя. Девочки знали о происходящем. Эшли поделилась, что постоянно замечала раны у Николь на пальцах. Все отражалось на голосе и теле, это стало слишком заметно. Болезнь начала разрушать ногти, волосы, зубы и кожу. Для многих это стало очень болезненным опытом. Смотреть на то, как их любимый человек медленно разрушал себя, было больно. Близкие Николь рассказывали, что она постоянно критиковала себя. Бедра были не той формы, колени толстые, она хотела светлые волосы, другие губы, другой нос. Настоящим моментом пробуждения для нее стало, когда специалисты, проверяющие ее состояние, сказали, что булимия уже довольно сильно навредила голосовым связкам, и что в один прекрасный день она может просто проснуться без голоса. Николь начала проходить терапию. Я никогда не думала, что расскажу об этом миру. Моя семья не знала об этом, так в чем был смысл знать остальным? Это было стыдно, это было неловко, это было темное место. Множество препаратов, работа над собой, помощь специалистов. И как только я получила то, что называется свобода, я начала делать то, что я хочу. Есть то, что я хочу, и когда я этого хочу. И я подумала, а эта жизнь хороша? Своей историей я хочу помочь другим людям с такой же проблемой найти выход. Нужно поменять беспокойство на что-то другое. Любить себя, а не вредить себе. Это лучший способ прожить жизнь. Я стала другим человеком. Я прекратила копаться в себе и приняла себя такой, какой видела в зеркале. Я не всегда хотела работать над собой, но я должна была заставить себя. Я боролась с принятием себя на протяжении всей моей жизни. Мы погружены в постоянные сравнения себя с другими людьми, но в конце концов вы придете к принятию себя таким человеком, каким вы являетесь. Вы должны уяснить, что никто не идеален. В декабре 2009-го Николь полноценно примерила на себя роль судьи, став частью шоу The Sing-Off. И, как выяснилось годами позже, эта роль ей очень понравилась. В 2010-м Шерзи стала участницей шоу Dancing with the Stars, где она и ее партнер Дерек Хафф одержали победу. На шоу Lopez Tonight Николь рассказала забавную историю, связанную с ее мамой, которая была большой поклонницей шоу. Я была в студии и работала с легендарным артистом. Позвонила своей маме и сказала: «Мам, я хочу, чтобы ты знала. Я записала дуэт с этим парнем, и это потрясающе. Он легенда, и это такая честь. У меня будет дуэт со Стингом». И она мне ответила: «Это очень мило, но что ты собираешься делать с шоу Dancing with the Stars?» Я воскликнула: «Мам, Стинг!» Но для нее было интереснее узнать, что же я решила насчет шоу. Несмотря на то, что многие участницы уже покинули группу, Николь продолжала говорить, что она до сих пор в Pussycat Dolls. Но вскоре стало известно, что и она покинула ее, и миру был представлен новый состав, который провалился, не успев даже ничего выпустить. Шерзи долгое время избегала вопросов о группе, но в одном интервью приоткрыла кое-какие секреты, рассказав, что хотела уйти. И тогда ее контракт был пересмотрен, а группа должна была быть переименована. Было время, когда я хотела покинуть Pussycat Dolls. После этого мой контракт поменяли, и я начала получать больше денег. И с тех пор группа должна была называться Pussycat Dolls featuring Николь Шерзингер.
Я понимаю, что не всем девушкам это нравилось, но это не было чем-то несправедливым. Я пела почти все, и я делала почти всю работу. Это ужасно, что некоторые называют меня высокомерной или эгоисткой. С точки зрения работы, я считаю, что я заслуживала больше денег. В мае 2010-го Шерзи вновь сделала новые шаги в сольную музыку, выпустив трек «Nobody Can Change Me», который вновь не приглянулся слушателям, и она решила еще немного выдержать паузу. В июле Николь стала приглашенной судьей на шоу X-Factor Великобритания, проект, который затем стал для нее и ростом популярности, и затянул ее в болото в виде судейского кресла и различных шоу, с которого она смогла вырваться лишь в этом году. Но и то пока не ясно, надолго ли. На шоу она приложила свою руку к еще одному значимому событию в мире музыки – созданию группы One Direction. Изначально Коуэлл заявил, что ему понадобилось 10 минут, чтобы объединить их в группу, но на редких кадрах, которые появились в сети, было видно, что Николь сыграла ведущую роль в формировании. Я не думала, что эти кадры кто-нибудь когда-нибудь увидит. Я думала, Саймон сжег их. Но это на самом деле здорово, что люди смогли увидеть, как я собираю их вместе. Я очень горжусь тем, что приложила к этому свою руку. Поделилась Шерзи. В августе 2010-го продюсер Red One подтвердил, что активно работал с Николь в студии, сказав: ее последний альбом так и не вышел, потому что он был словно коллекция гамбургеров. Один из Макдональдса, один из Бургер Кинга и тому подобные. На вкус он был хорош, но не уникален. Я думаю, мы наконец создали для Николь новое звучание, которое ей подходит, которое действительно отражает то, кем она является. В октябре наконец случилось то, о чем так долго мечтала Николь. Она полноценно запела сольно, выпустив сингл Poison в поддержку нового альбома, который затем, наконец, вышел в свет. Критики приняли трек положительно, отмечая, что в нем действительно слышно настоящую Николь. Сингл добрался до 3-й строчки и получил серебряную сертификацию Великобритании. Во время своего дебютного выступления с песней на шоу X-Factor с Николь случился очень неприятный момент. Ее суперобтягивающий костюм решил порваться в тот момент, когда до ее выхода на сцену оставались считанные минуты. Это было мое первое выступление соло с новым материалом. Прямой эфир. Я начала растягиваться, и мой костюм просто разошелся по швам. Просто пошел жить своей жизнью. Шоу в прямом эфире. Мой зад и ноги на обозрение всему миру. Господь благослови швею. Это была лучшая швея в мире. Уже пошел отсчет. Я в ужасе, команда в ужасе, а эта прекрасная женщина со скоростью света зашивает этого маленького засранца. Поделилась Шерзи. 10 марта 2011-го вышел второй сингл «Don't Hold Your Breath». Перед релизом песни в сеть просочилась демо, где поклонники услышали, что она изначально исполнялась Тимбалендом и Кэрри Хилсон. Критики встретили сингл громкими овациями, называя запись блестящей и заразительной, которая принесла Николь первую и, к сожалению, единственную строчку номер 1 в чарте Великобритании, а также попала в топ-10 еще в 6 странах. В чарте Billboard сингл дебютировал с 86-й строчки, а в их отделении Hot Dance Club Play композиция заняла второе место, уступив лидерству хиту «Show Me» от бывшей коллеги по Pussycat Dolls Джессики Саты. MTV назвали видео на сингл одним из самых просматриваемых клипов за 2011, а на сегодняшний день у трека 3 платиновых сертификации. В конце марта Николь наконец выпустила свой долгожданный дебютный сольный альбом, который получил название «Killer Love». Пластинка получила множество положительных отзывов, среди которых был один очень запоминающийся, в котором команда Entertainment Focus написала, что «скрестим пальцы, чтобы на этот раз у Николь все получилось». Трек-лист включил в себя 14 песен, среди которых 2 дуэта. Powers Out записаны совместно со Стингом и Heartbeat, трек, который изначально был записан для альбома горячего испанского сердцееда Энрике Иглесиаса «Euphoria» и выпущенный в качестве сингла, после выступления с которым пара навела много шума. Уж очень сильно между ними летали искры.
Альбом смог добраться до 8-й строчки в чарте Британии, а также получил золотую сертификацию на территории королевства. В октябре 2011-го Николь объявила, что отправится в тур в поддержку альбома, и с февраля по март 2012-го дала 7 концертов на территории Европы и Азии. Поначалу было странно выходить на сцену и не видеть моих девочек вокруг. До этого выступления были «Да, мы крутая группа, мы лучшие, мы зажжем», а теперь я соло, и каждый раз это «Привет, здесь только я». Но каждый раз это незабываемые чувства для меня, рассказала Николь. Также Шерзи присоединилась к дебютному альбому Мохомби, и в апреле вышел сингл Coconut Tree, который тепло был встречен слушателями из Европы. 17 мая 2011 вышел третий сингл «Right There», для перезаписи которого был приглашен 50 Cent. И трек стал лид-синглом американской версии альбома. Сингл по традиции полюбился британцам и добрался до 3-й строчки в чарте Британии. Но вот в США он смог достичь лишь 39-го места в чарте Billboard. И, к большому сожалению, эта строчка стала самой успешной в сольной карьере Николь на территории Штатов. Критики тепло встретили трек, но нашлись и те, кто сравнивал звучание «Right There» с «Rude Boy» Рианны. Стоит отметить, что обе песни были написаны Эстер Дин. Сингл заработал 2 платиновые сертификации в Австралии и золото в Великобритании и США. Также в мае состоялась премьера песни Стивена Тайлера «It Feels So Good», где Николь выступила в качестве приглашенной звезды, и стало известно, что в X-Factor США она заменит Шерил Кол, которую уволили спустя пару выпусков, после чего между Николь и Шерил обострились отношения. Еще будучи в составе Girls Aloud, Шерил позволяла себе колкие комментарии в адрес Pussycat Dolls. Но на этот раз она решила играть по-крупному и отвела Николь отдельное место в своей книге. Изначально Николь должна была выступить в качестве соведущей, но внезапно Саймон Коул изменил свое решение и отдал ей место Шерил в составе жюри. Несмотря на успех в Европе с группой Girls Aloud, Шерил по-прежнему пользовалась небольшой популярностью в США, и это был для нее своего рода шанс заявить о себе. Также сообщалось, что еще одной причиной увольнения стал ее сильный акцент. Практика показала, что американцам почти невозможно понять, что она говорит. Единственное, для кого увольнение Шерил не стало сюрпризом, а может быть даже и порадовало, стала Шерон Осборн. Когда только объявили о назначении Кол на роль судьи в X-Factor, она заявила: «Шерил идеальна для Англии, она национальная любимица, они обожают ее. А здесь, в Америке, королева бала Николь». Ведь нужно думать прежде всего об аудитории зрителей. Большинство из тех, кто смотрит здесь эту передачу, никогда не слыхали о Girls Aloud. Николь хороша для телевидения, у нее много фанатов в Штатах и людей, которые ее обожают. Плюс она нереально красивая и безумно талантливая. В своей же книге Шерил рассказала, что однажды своим поведением Николь заставила ее чувствовать себя максимально неловко. Впервые я встретилась с Николь, когда она выступала на X-Factor в Лондоне. Она воскликнула: «О мой бог, Шерил, ты так красива в реальной жизни! Я слышала твою песню на радио». Мне было очень неловко. Потом она начала петь мою песню «Promise This». И клянусь богом, эта женщина пропела всю песню перед моим лицом. Мне было стыдно, и каждый раз, когда я стояла рядом с ней, она начинала петь ее снова и снова. Я думаю, что это аналогично тому, если бы я подошла к Бритни и начала петь «Baby One More Time», глядя на нее. Можете ли вы себе представить, насколько странно это будет выглядеть? Написала Шерил. Николь, в свою очередь, не стала молчать и дала ответ на эти слова. Мне показалось, что то, что я прочитала, не выставляло меня в хорошем свете. Никогда не знаешь, чему можно верить. Эта история не совсем правдива. Мы просто встретились после моего выступления на X-Factor, и я хотела поднять ей настроение. Я сказала, что услышала ее песню на радио и пропела лишь строчку «Promise This». Я не знаю текста всей песни. Это расписали настолько детально, что я совершенно не понимаю, почему и зачем. Я не понимаю, почему многие раздули эту тему. Это глупо. Я буду надеяться, что она будет более высокого мнения обо мне, потому что я никогда не говорила о ней плохо. Николь полноценно присоединилась к жюри, и прослушивания продолжились, где на одном из них во время не самого удачного выступления конкурсантки Саймон решил поднять рейтинги и заявил, что если бы Николь было 20, она бы примерно так же выглядела на прослушивании. На что Николь очень быстро поставила его на место, показав, чего она стоит. Спев кусочек песни Уитни.
Саймон знает, как надавить на меня. Он всегда так делал, и это своего рода оскорбление. Он был стереотипного мнения обо мне, что меня действительно расстроило. В тот момент я выпустила своего внутреннего зверя. Тогда он просто достал меня, и я была обязана поставить его на место. Иногда в отношениях с людьми нужно сделать что-то такое, что смогло бы перевоспитать их. Поделилась Николь. В августе 2011-го вышел 4-й сингл в поддержку альбома, которым стал зажигательный трек «Wet». Композиция получила множество положительных отзывов и была оценена на 5 звезд. Однако некоторые музыкальные эксперты не смогли не заметить явного сходства с песней Рианны «Only Girl». Особо успеха в чартах сингл не нашел, так как Николь не делала активного промо из-за съемок на X-Factor. В октябре Шерзи выпустила новый сингл «Try With Me», который с другими новыми треками вошел в переиздание дебютного альбома. Песня также получила положительные отзывы, но из-за отсутствия промо имела слабые результаты в чартах. В четвертьфинале шоу Николь попала под огромную волну ненависти и оскорблений после того, как не смогла принять решение, кто же должен отправиться домой. 13-летняя Рэйчел Кроу, которая полюбилась зрителям, и Маркус Кенти, который уже несколько раз был на грани исключения, встали перед Николь и ее решением, кто должен отправиться домой. Она не смогла взять на себя такую ответственность и отдала судьбу участников в распоряжение зрителей, которые оставили Маркуса в проекте. Рэйчел не выдержала такого удара и в слезах рухнула на сцену. Николь освистали за ее нерешительность и закидали письмами и сообщениями с оскорблениями и угрозами расправы, после чего продюсерам шоу пришлось усилить ее охрану. Nicole, is there anything you want to say? Nope. Для меня это был первый раз, когда я полноценно стала судьей. Прежде всего, я артист. Поэтому, оказавшись в такой ситуации, я не выдержала этого давления. Если вы думаете, что это было, окей, это легко. Домой идешь ты, и все равно, что я разрушила твои мечты. Я настолько сильно привязалась к ним, что не хотела никого отпускать. Тем более становиться тем человеком, кто сделал бы это. У меня началась паника. Я поняла, что не могу этого сделать, поэтому пусть зрители решат их судьбу, и мои руки останутся чисты. Когда я получила приглашение стать судьей, у меня были эмоции «Да, я буду лучшим наставником, я там всех зажгу», а оказалось, что я не готова к этой роли. Зрители освистали меня, я просто хотела провалиться на месте. До этого я никогда не получала угроз, это было в новинку. Мои поклонники всегда слали любовь и поддержку, а получение писем с пожеланиями смерти очень напугали меня, рассказала в интервью «Экстра» Николь. В американскую версию X-Factor Шерзингер больше не вернулась. В декабре 2011-го Николь сделала сюрприз поклонникам, исполнив со сцены шоу новую песню под названием «Pretty». Восторг публики был невероятный. Фанаты замерли, когда же она выпустит ее в виде сингла, чего певица не сделала, дав старт собственной эстафете, как удачно слить хороший материал и упустить возможность. Хотя, как мы сказали в начале видео, она всегда старалась ухватиться за шанс. Почему восторг слушателей и многочисленные просьбы выпустить песню не стали для нее толчком, непонятно до сих пор. Годами позже трек благополучно был слит в сеть, что также показало, что команда Николь не стремится привести ее к какому-то масштабному успеху. В мае 2012-го Шерзи дебютировала на большом экране, исполнив небольшую роль злодейки Лили в третьей части «Людей в черном», которая разбудила в ней большое желание сыграть более значимые роли в кино, заявив, что надеется, что фильм даст толчок ее актерской карьере. Поначалу мне было чертовски страшно находиться на съемочной площадке, гораздо легче выступать перед живой аудиторией. Я выросла в театре и много работала на сцене. Это первый опыт на большом экране, и я надеюсь, что первый из многих. Ты принесла мне гостиниц, дорогая. Вы не поможете его порезать, у нас особый день. Я такой романтик, знаете ли. В июне было объявлено, что Николь станет 4-й судьей в новом сезоне X-Factor Великобритания, заменив Келли Роланд. Если верить прессе, ее гонорар составил более $1 миллиона. Шерзингер стала наставником категории «Мальчики» и выбрала Джеймса Артура, Райлана Кларка Нила и Джамьена Дугласа, войдя в историю и став одной из самых успешных судей на шоу в Великобритании. Она стала единственной, у кого все 3 участника дошли до четвертьфинала, а в финале шоу на сцене стояли лишь ее парни, среди которых был Джеймс Артур.
и который одержал победу, став настоящей суперзвездой. Но затем Николь разоткровенничалась и рассказала, что первоначальный прием был очень холодным. Мой прием в X-Factor не был теплым, все начали писать много всякой ерунды обо мне. Она скучная, мы хотим Мел Би, уберите ее отсюда, замените. Я тогда подумала, я выхожу с чем-то новым, а на этом поле меня встречают так. И тогда я решила, я знаю, что я хороша, я всегда над всем работаю усердно, так что киньте меня в логово ко львам, и я выйду оттуда живой. В июле Николь вновь присоединилась к will.i.am в треке Hula Hoop, а также объявила, что работает над своим вторым альбомом, в поддержку которого в январе 2013-го вышел первый сингл Boomerang. Но на нем история с альбомом и закончилась. И у Шерзи появилась еще одна пластинка, которая отправилась пылиться на самую дальнюю полку. Альбом должен был выйти в ноябре, и перед Шерзингер встал вопрос: возвращаться в новый сезон X-Factor или заниматься продвижением пластинки. В конце концов, она решила вернуться в качестве судьи и отказалась от альбома. Одной из ведущих радио Британии BBC отказались добавлять новый сингл в свой плейлист, сославшись на то, что сейчас у них есть более важные новинки, отдав предпочтение Maroon 5 и One Direction. На вопрос, что же дальше будет с треком, Николь ответила: он останется самостоятельным синглом. Я записала целый альбом к нему, но, к сожалению, я не знаю, будут ли эти песни когда-либо выпущены. У меня, наверное, накопилось альбомов 5, и мне интересно, увидят ли они когда-либо свет. Может быть, когда-нибудь я выпущу их для моих поклонников. Затем появилась информация, что Николь прекратила сотрудничество с компанией Interscope Records. Она 8 лет сотрудничала с лейблом как участница Pussycat Dolls и сольная исполнительница. В заявлении было сказано, что лейбл начал избавляться от убыточных проектов и распрощался с более чем 60 исполнителями, в том числе и с Pussycat Dolls. А также сообщалось, что в 2007-м Interscope на невыпущенном альбоме Her Name is Nicole потеряли около $2,5 миллионов. Оставшуюся часть 2013-го Николь провела в стороне от сольной музыки, став лицом бренда Mueller Corner и British Airways, выступив приглашенной звездой в новых синглах Эроса Рамазотти и Дэвида Гаррета. Прилетела в Казахстан и по полной зажгла на концерте в честь Дня столицы, а также снова вернулась в кресло судьи в новом сезоне X-Factor. В феврале 2014-го стало известно, что Николь подписала контракт с Sony Music Entertainment и RCA Records на сумму $4,5 миллиона, а также выпустила довольно успешную коллекцию одежды совместно с Missguided. В мае Николь представила дебютный сингл в поддержку нового альбома Your Love. В целом сингл получил положительные отзывы. Некоторые отметили, что он может стать хорошим толчком для карьеры Николь в США. Радио BBC вновь отказали в ротации, заявив, что песня не является приоритетной для их слушателей, и они настроены на трансляцию хитов. Несмотря на отказ, синглу удалось получить серебряную сертификацию и добраться до 6-й строчки в чарте Великобритании, которая стала последней высокой позицией Николь в музыкальных чартах. За неделю до релиза новой пластинки вышел второй сингл «On the Rocks», который критики разнесли в пух и прах, назвав его худшим в карьере Шерзингер. Одной из причин послужило использование автотюна. Было написано множество отзывов, что это худшее, что записывала Николь, и что песня является провалом всего альбома. Сингл попал всего в 2 чарта, на 45-ю строчку в Шотландии и на 90-е место в чарте Великобритании. Николь же в свою очередь сказала, что видео на сингл является ее самым любимым за всю ее карьеру. 17 октября 2014 состоялся релиз второго и последнего альбома, который получил название Big Fat Lie. И после критики и низких продаж, которые обрушились на пластинку, мир потерял талантливую певицу Николь Шерзингер. Вот уже почти 10 лет она каждый год с трепетом и волнением заявляет фанатам, что работает над новой музыкой, при этом ничего не выпуская и просто теряя песни, которые благополучно сливают в сеть. Альбом добрался до 17-й строчки в чарте Британии, а критики со всех сторон начали писать, насколько он получился скучным и незапоминающимся, несмотря на то, что в нем Николь раскрывала личные переживания и эмоции. На момент записи она в очередной раз рассталась со своим возлюбленным гонщиком Льюисом Хэмилтоном.
После коммерческого провала пластинки появились сообщения о том, что Шерзингер была исключена из RCA Records. Однако позже она заявила, что подписала новый контракт с другим лейблом и выпустит новую музыку в 2016. Складывается впечатление, будто Николь не получает должной поддержки, чтобы ее материал стал успешным. Ее поклонники негодуют, они не уверены, что выпущенные синглы были выбраны самим лейблом. В интернет пару недель назад утекли несколько песен, и фанаты недовольны тем, что эти композиции не попали в альбом. Писали некоторые издания. В ноябре вышел третий сингл, которым стал трогательный и лиричный трек «Run». Николь заявила, что это был очень решительный шаг, так как все уже решили, что она больше не выпустит что-то в поддержку альбома. Шерзи получила похвалы за сильный вокал, но в чартах песня вновь провалилась. В новом сезоне X-Factor Николь вновь пригласили дать живое выступление. Но задуманное шоу, в котором свет должен был отражаться от платья, которое было усыпано зеркальной мозаикой, не получилось. В момент выступления случились технические неполадки, и Николь пришлось выступать практически в темноте. В конце года Николь внезапно выпустила последний сингл «Bang», видео на который было просто опубликовано на ее официальном YouTube-канале. Соответственно, не было никакого промо и выступлений, и композиция не попала ни в один чарт. В декабре Шерзингер вернулась к своей главной любви и дебютировала в роли Гризабеллы в возрождении мюзикла «Кошки» от маэстро Эндрю Ллойда Уэббера, где она исполняла эту роль в течение 12 недель, и за которую получила огромное количество похвалы, а также номинацию на престижную театральную премию Оливье Awards за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле. Затем было объявлено, что она также исполнит роль Гризабеллы на Бродвее. Но Николь снова умудрилась все испортить и отказаться от этой возможности. И не просто отказаться, а сделать это практически в последний момент, подставив тем самым Уэббера, потому что решила опять вернуться в X-Factor. За неделю до начала репетиций на Бродвее, которыми, к счастью, я не руковожу, я получаю новость, согласно которым Николь возвращается в шоу. Мне пришлось побороться, чтобы Николь получила роль в бродвейской постановке. Американские постановщики не знали, на что она способна. Я действительно считаю ее сумасшедшей, но американские постановщики просто сказали: ну что ж, мы найдем замену, потому что на самом деле она не так уж и известна здесь. Я в ярости, потому что считаю Николь действительно фантастически талантливой девочкой. Она заставляет меня выглядеть идиотом. Но ничего, на Бродвее найдут другую девушку, а Николь не получит премию Тони. Я просто хотел, чтобы она показала Бродвею, насколько хороша. Надеюсь, что ей представится еще одна возможность, но шансы невелики, потому что мир театра слишком узок, заявил Уэббер. Шерзингер, в свою очередь, ответила, что между ней и Эндрю нет конфликта. Я была готова к работе над кошками, но мой контракт не был завершен. Я благодарна всем удивительным возможностям, что были мне даны, в том числе и кошкам. Но, к сожалению, в этот раз совместной работе не дано произойти. После успеха «Кошек» Николь включила свою любимую шарманку, что она постоянно работает над новой музыкой, над какими-то чудесными проектами, которыми она дико взволнована и ей не терпится поделиться с поклонниками. Только на деле ничего стоящего так и не вышло. После Pussycat Dolls я записала много альбомов, и мне жаль, что я так и не смогла поделиться ими со своими фанатами. Я работаю с разными артистами от Канье Уэста до Тимбаленда. Очень тяжело, когда твоя музыка так и остается неуслышанной. Я пришла в эту индустрию как музыкант и артист. Это самая важная мысль для меня, чтобы вернуться обратно. У меня есть проект моей мечты, который я держу в своем сердце. Это то, что я ранее не делала, поэтому нужно время, чтобы воплотить мечту, а затем устроить тур. После реализации проекта я хочу сняться в как можно большем количестве фильмов, принять участие в театральных постановках, посвятить себя благотворительности, а затем, надеюсь, обзаведусь семьей, поделилась Николь. В свое время Шерзи неоднократно хватало ума не расслышать хиты и по доброте душевной отдать песни коллегам. Так от нее ушли Just Dance, с которой началась головокружительная карьера Леди Гага, On the Floor Дженнифер Лопес, We Found Love Рианы, Beautiful People саундтрек к фильму «Бурлеск», который исполнила Кристина Агилера, и многие-многие другие. Также в одном из интервью Николь сказала главную вещь, что ей страшно выпускать новую музыку и находиться на ковровых дорожках ей не очень приятно. Я перфекционист, и мне очень страшно выпускать новую музыку.
Это мой ребенок, это словно отпустить его в этот неизвестный для него мир. А на красные дорожки мне чаще всего очень не хочется выходить. Моей команде иногда приходится чуть ли не силой заставлять меня собираться. Честно признаюсь, что я бы предпочла просто сидеть дома и есть что-нибудь вкусненькое. You got a solo career, you know, it kind of makes me crack up. You're like a hard drive, because all you should do is just do backup, boo. В феврале 2015-го все таблоиды вновь разорвались заголовками, что Николь и Льюис расстались. Фанаты сначала думали, что они, как обычно, помирятся, но на этот раз все было серьезно. Пара познакомилась в 2007-м на премии MTV Europe Music Awards, и за все время отношений они расставались несколько раз. Первый раз произошел в 2010-м. Тогда их представители настаивали на том, что Николь и Льюис хотели полностью сосредоточиться на своих карьерах. В 2011-м они вновь расстались, а в 2013-м Николь ответила отказом на предложение, оставив убитого горем Льюиса с чеком в 350 тысяч фунтов стерлингов в магазине Cartier. И вновь их отношения дали трещину. А на этот раз тандем Хемзингер расстались навсегда. Близкие к паре друзья рассказали, что Шерзингер и Хэмилтон решили разойтись по ряду причин. Николь дала понять Льюису, что она хочет замуж и детей, на что он ответил отказом. Иногда люди продолжают свои отношения с другим человеком только из-за того, что им удобно, из-за того, что боятся перемен и не хотят остаться в одиночестве. Но это же новая глава в жизни. Сейчас у меня самое интересное время. Время перемен. Если вы долгое время находитесь в отношениях, то начинаете терять себя как человека. Терять то, что делало вас особенным. Всю свою энергию вы тратите на человека, который рядом. Поэтому найдите себя снова. И постройте свою жизнь заново. Прокомментировала расставание Николь. На праздновании своего дня рождения Шерзи ушла в полный отрыв, дав желтым изданиям огромное количество поводов для новых заголовков, одним из которых стал якобы ее новый роман с футболистом Пайтимом Касами. Представители певицы сразу же опровергли эту информацию, заявив, что они просто друзья. В июле появились слухи, что Шерзингер сменит кресло X-Factor на кресло The Voice, где она должна была заменить Риту Ора. Николь должна встретиться с несколькими представителями шоу, чтобы обсудить дальнейшие перспективы. will.i.am является нашим самым популярным тренером, а также он близкий друг Николь и сможет уговорить ее присоединиться к команде. Ее команда убедила нас, что Николь достаточно абстрагировалась от X-Factor, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере. Было сказано в заявлении. Но затем вышло опровержение, которое было написано в достаточно грубой форме. Наше шоу стало устоявшимся брендом с сильными наставниками в лице will.i.am, Рики Уилсона и сэра Тома Джонса. Нам не нужны обноски. Они разбавят наш бренд. Большую часть 2015-го Николь провела, гуляя по различным шоу. Она одержала победу на шоу I Can't Do That, стала соведущей Нила Патрика Харриса на шоу Best Time Ever и примерила образ капитана команды на шоу Bring the Noise, а также вновь приняла приглашение поработать вместе от Дэвида Гаррета и исполнила главную роль в клипе In Love By Now от Джейми Фокса. В декабре Николь объявила, что собирается порадовать слушателей микстейпом и хочет выпустить сборник неизданных песен, сказав, что тем самым отблагодарит тех самых преданных фанатов, которые верили в нее несмотря ни на что. Затем горе-менеджер Николь Оли Эйлинг выложил видео, на которых слушал песни Pretty и One More Shot. Этим он подтвердил, что Николь выпустит обещанный микстейп для фанов. Но все было бы хорошо, если бы на месте Николь был кто-то другой. Здесь же опять случилось все то же самое. Обещанный микстейп был просто-напросто весь слит в сеть. После чего Олли заявил, что Николь не выпустит новый сингл из-за массовой утечки, и в этой оплошности он обвинил фанатов, которым бы следовало уже научиться ждать. Героем, кто слил микстейп, стал обычный поклонник Мирослав Джорджевич. В личных сообщениях Мирослав говорил, что Олли попросил его собрать имейл всех фанатов, у кого есть те самые неизданные треки. Само собой, Олли не просил этого. Как только все было собрано, он перешел к нападению и начал взламывать почты. Таким образом добыл песни и слил их в интернет. У взломанных аккаунтов каким-то чудесным образом оказались песни Николь. Вопрос откуда? Ответ один. Олли сам сливал песни Николь ее фанатам. Но даже после этого менеджер винил во всем всех, кроме себя.
В 2016-м снова стало известно, что Николь в очередной раз лишилась неплохой песни. В период с 2014 по 2016 у нее был контракт с американским лейблом Epic Records. Продюсер Аарон Пирс рассказал, что он записал с Николь песню «Not That Kinda Girl». Шерзи уже собиралась выпустить трек в качестве сингла, но глава лейбла LA Reid, бывший коллега певицы по шоу X Factor США, отобрал у нее данную песню. Все случилось из-за внезапного успеха группы Fifth Harmony с песней «Work From Home». Лейбл поставил в приоритет их альбом и переключил все ресурсы на него. Таким образом, песня «Not That Kinda Girl» попала в альбом Fifth Harmony, а Николь опять осталась ни с чем. Весь год, как и последующие остальные, стал скучным, и никакой сольной музыки мы, конечно же, не услышали. Николь вновь поработала с will.i.am, появившись в треке «Smile Mona Lisa», а также в видео Black Eyed Peas на трек «Where's the Love». Поддержала начинающего музыканта Тодрика Холла, записав совместный сингл «Папи», и стала звездой слухов, одним из которых стал роман с Кельвином Харрисом, после того, как пару заметили вместе. Все начали скандировать, что я изменщица. А я всего-то в тот день шла по брусчатке, оступилась и схватилась за него. Но 2 кадров было достаточно, чтобы раздуть из мухи слона, заявила Николь, что стало точным подтверждением ее нового романа с теннисистом Григором Димитровым. 2017 начался с того, что интернет заполонили слухи, что Николь заменит Ферги и станет частью Black Eyed Peas. Но все, как обычно, осталось на уровне слухов. Шерзи несколько раз выступала с группой, а в конечном итоге парни представили совсем другую вокалистку. В марте Николь прилетела в Москву на премию «Браво» и стандартно вернулась в кресло X Factor, перед этим изрядно помотав нервы Саймону Койлу тем, что не могла решить, хочет ли она опять быть частью проекта. В мае Шерзи вновь блистала в кино. На экраны вышел ремейк «Грязных танцев» культового фильма 1987 года, где Николь исполнила роль Пенни Джонсон. Перед началом съемок в русскоязычных ресурсах начала появляться информация, что она отказалась от роли, потому что является противницей абортов и требовала изменить сценарий. Ее слова перевернули вверх ногами и перевели неправильное. Единственное, что Шерзи говорила, так это то, что ей было сложно сниматься, так как она выступает против абортов. Критики встретили довольно холодно перезапуск «Грязных танцев», раскритиковав актерский состав, но довольно тепло отметили роль Николь, назвав Пенни самым интересным персонажем и в очередной раз назвали певицу недооцененной. Также Николь рассказала, что претендовала на роль в еще одном ремейке, которым должны были стать «Спасатели Малибу», но роль досталась Ильфинеш Хадери. Выбирали между мной и Ильфинеш, которая, очевидно, и получила эту роль. Им нужна была девушка с цветом кожи, подобной моей. Я не претендовала на роль, которая досталась Приянке Чопре. Она должна была стать ее, потому что Приянка великолепна. У Бога было что-то еще для меня, и это была роль Пенни. Ближе к финалу шоу X Factor для Николь прозвенел очень громкий звоночек того, что это кресло пора бросать. Саймон открыто запретил ей выступать со своими подопечными, в результате чего победила его команда. Вероятно, истеричке Коуэллу надоело, что каждый раз, как Николь выходила на сцену со своими подопечными, победителями становились именно они. В 2012-м победил Джеймс Артур, в 2013-м Сэм Бейли, в 2016-м Мэтт Терри. И вот в 2017-м, когда Николь в 4-й раз села в кресло жюри и ее подопечный стандартно дошел до самого конца, Саймон запретил ей выходить на сцену. Что из этого можно понять? А то, что у Николь действительно был талант раскрывать и находить настоящие таланты. В 2018-м Николь продолжила свои посиделки в креслах различных шоу. Присоединилась к Диди, Диджею Халеду и Меган Трейнер в шоу The Four, а также на 4 года застряла в судейском составе шоу The Masked Singer. Снова поработала с Black Eyed Peas, записав трек Wings, и еще раз прилетела в Москву в рамках благотворительного вечера Натальи Водяновой для фонда «Обнаженные сердца». А фанаты или хакеры, или сам Олли продолжили успешно сливать неизданные песни. Так в сеть просочились Metamorphosis, It Ain't Right и How Do You Let Go of the One You Love, которая должна была попасть в невышедший альбом 2013-го. В феврале 2019-го стало известно, что сердце Николь вновь свободно. После 3 лет отношений она и Григор расстались.
Причина расставания так и не была озвучена. В марте Николь выступила на церемонии закрытия специальной Олимпиады 2019 в Абу-Даби. И, о чудо, она исполнила новую сольную песню, которая получила название «Victorious». Сама Николь описывала песню как гимн надежды и вдохновения. И поклонники, конечно же, полностью с ней согласились, потому что в них также зажглась надежда, что их кумир наконец-то вспомнил о том, в чем она безумно талантлива, и выпустит свою новую музыку. Но это было бы слишком идеально. И вместо этого Николь села в кресло шоу Australia's Got Talent и опять вернулась в X-Factor. А песня, конечно же, была благополучно слита. Поклонники стандартно повозмущались и смирились, как внезапно случилось событие исторического масштаба. Спустя 10 лет Pussycat Dolls объявили о воссоединении, дав фееричное выступление на сцене X-Factor. В этот момент фаны простили все. Куколки выпустили новый сингл React и объявили, что отправятся в новый мировой тур, билеты на который разлетелись в полный солд-аут буквально за считанные часы. Но на мир обрушилась пандемия, и все стало в подвешенном состоянии. Девочки продолжали радовать фанов как только могли. Николь заявила, что совместно с группой работает над новым EP Evolution of Love и планировала выпустить что-то наподобие собственного сольного концерта, собрав видео со своих последних выступлений. Пандемия закончилась, концертам дали зеленый свет, группа ушла во мрак. Сказать, что фанаты были в шоке, это ничего не сказать. Сначала всех кормили завтраками, а потом сделали такой сюрприз, что поклонники просто не знали, куда деть свои радостные эмоции. Стало известно, что основательница группы Робин Антин подает на Николь в суд за нарушение контракта. Когда пришло время озвучивать новые даты, Шерзингер выставила ей новые условия, требуя 75% вместо обещанных ей 49%. А также потребовала полный контроль над творческим процессом вокруг группы. В итоге тур был полностью отменен, а воссоединение кошечек вновь кануло в бездну. Больше грязи и разборок можете найти у нас в видео, которое мы полноценно посвятили этим двум дамам. You left a girl band. In fact, it was two. When will you realize that the problem is you? Do anything for the fame just to stay in the game. Your old girl group was just as lame as Danny D. Kane. You were the Beyonce of the Pussycat Dolls in the beginning. The only difference is Beyonce still famous for actually singing. В 2021-м Николь немного порадовала фанатов музыкой, но опять лишь только в дуэтах, выпустив совместно с Луисом Фонси новый трек и видео в поддержку игры Bingo Blitz She's Bingo. Появилась на новом альбоме Тодрика Холла с суперзажигательным треком Show Off, а также порадовала себя работой в театре, присоединившись к мюзиклу Annie Life. Апрель 2022 снова разжег в фанатах надежду. Николь дала приватное выступление, где исполнила новый трек Never Going Back и сказала, что начала работу над новым EP под названием The Warrior. Я начала работать над этим EP несколько лет назад, и это был тот период, когда я переживала очень мрачные времена, и я подумала, вместо того, чтобы писать грустные и подавленные песни, я собираюсь писать песни, которые я бы хотела услышать в данный момент. Я не могу сказать с уверенностью, когда он выйдет, но он выйдет в самый подходящий момент. И это песни, которые поднимут вас духовно, придадут вам сил и по-настоящему зажгут вас. Я записываю свой альбом Sasha Fierce. Это совершенно иное, и для меня очень волнительно иметь возможность писать в эти моменты моей жизни и иметь возможность сказать то, что я действительно хочу сказать. Далее появился поток новых фото из студии, исходя из которых стало известно, что продюсером новой музыки выступит Найти Бой, автор суперхита «Ла-ла-ла», который он записал совместно с Сэмом Смитом. Так же, как обычно, Николь приняла приглашение от других музыкантов, выпустив совместно с Димитри Вегасом, Ацтеком и Дэвидом Геттой клубный хит «The Drop», и еще раз приняла приглашение от парней из Black Eyed Peas присоединиться к ним в новом альбоме Elevation с треком «No One Loves Me». В
марте 2023 со сцены Sydney World Pride прозвучала новая песня «Freedom», в которой многие услышали строчки, адресованные Робин. Николь никак это не прокомментировала, а также сказала, что это не ее новый сингл. Это не новый мой сингл. Я работаю над новой музыкой. На самом деле я сделала несколько альбомов, их записывали в Лондоне. Данный трек был создан для моих фанатов из LGBTQ+ сообщества, чтобы они гордились. А я буду гордиться ими. В мае Шерзи появилась на концерте, посвященному коронации короля Чарльза III, после которого получила новый толчок своей популярности и попала на страницы десятков изданий. New York Post, The Independent, журнал OK, Daily Star и многие другие засыпали ее хвалебными комментариями за прекрасное выступление и сильный вокал. Июнь стал самым чудесным месяцем в жизни Николь. Ее возлюбленный бывший регбист Том Эванс, с которым куколка познакомилась в 2019-м на шоу X-Factor, сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила «да». Но даже это прекрасное событие не прошло без драмы. В эфире радио Heart, где бывшая коллега Николь по группе Эшли Робертс рассказала, что наткнулась в СМИ на то, что Николь не собирается приглашать никого из куколок на свою свадьбу. Как написали Daily Star, Николь не хочет токсичной энергии на своей свадьбе. Источник сообщил, Николь не хочет приглашать ни одну, ни другую, только из-за того, чтобы те, кто пропустил, не начали создавать проблемы. В этой части ее жизни так много токсичной энергии, что она не хочет заносить ее на свою свадьбу мечты. Там все еще так много враждебной крови, что было бы безрассудно рисковать тем, что кто-то из них появится на свадьбе. Николь чувствует себя несправедливо изображенной злодейкой только потому, что она была лучшей певицей в группе, и у нее больше нет времени на эту мелочность. Эшли же добавила, что если не получит приглашение, то сможет пережить это. В сентябре певец Эмин сделал неожиданный анонс, опубликовав пост, в котором объявил, что в скором времени выйдет его новый сингл, в котором к нему присоединится Николь. А также Шерзи вновь вернулась к своей любви и вышла на сцену лондонского Уэст-Энда с мюзиклом Sunset Boulevard от маэстро Эндрю Ллойда Уэббера. Да, тот самый Эндрю, которого Николь кинула, вновь дал ей шанс. И официально было объявлено, что она покидает кресло The Masked Singer, а в последних интервью Шерзи начала с сожалением заявлять, что она так и осталась нераскрытым талантом. Начала на себе ощущать эйджизм Голливуда и что хочет, чтобы люди наконец-то узнали, на что она способна. От себя же мы пожелаем ей найти свое место, свой голос и свое предназначение, чтобы весь мир наконец узнал, на что способна Николь Шерзингер. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, что вы думаете о Николь и ее творчестве. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.